Эгоизм, забота или возможность стать лидером мнений? За что же отвечает Солнце в нашем гороскопе? Друзья, в этом видео мы с вами поговорим про основные функции и характеристики Солнца в гороскопе, а это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Вообще Солнце в астрологии по праву считается одной из самых важных планет. А все почему? Потому что Солнце — это очень яркое светило. И я надеюсь, что многие из вас изучали астрономию в школе или самостоятельно интересовались строением нашей Солнечной системы. Так вот, вы помните, что Солнце является центральной звездой Солнечной системы, а все остальные планеты, они как бы двигаются по своим орбитам вокруг Солнца. Так и в гороскопе. Солнце — это энергетический центр человека, это его жизненная сила, и Солнце показывает, что делает нас такими уникальными и отличными от других людей. Это личность человека и его индивидуальность, его эго-концепция. Именно по положению Солнца в гороскопе мы можем узнать, какой стратегии придерживается человек, когда, например, выходит в социум, общается с незнакомыми ему людьми, да, какую маску он одевает на себя и какой образ транслирует в этот мир. То есть по положению Солнца можно сказать, как человек ведет себя именно в обществе и как его видят другие люди, как они его воспринимают. Потому что Солнце по природе своей светит, оно сияет, излучает энергию и освещает этот мир. Вот и человек, как солнышко, тоже должен светить, сиять, но каждый, опять же, сияет по-своему, со своей изюминкой. И вот получается, что Солнце — это источник света. Вот и в жизни человека Солнце символизирует именно яркость личности и наделяет человека той харизмой и магнетизмом, делает его привлекательным, влиятельным в обществе, то есть человеком, который готов двигать, скажем так, новые идеи и идти вперед, освещая путь для себя и для других. Солнце — это про индивидуальность и самосознание, это про чувство собственного достоинства, собственной идентичности, это опять же эго человека. И если Солнце в гороскопе сильное и, скажем так, прокачанное, то и человек знает себе цену. Он уверен в себе, он обладает чувством собственного достоинства и чувством собственной ценности. И если же Солнце в гороскопе, например, не прокачано, то у человека, скажем так, результаты будут абсолютно противоположные. И человек как бы боится, шугается всего, стесняется и так далее. То есть Солнце формирует такую основу самооценки. Но и эта основа может быть проявлена, скажем так, как в плюс, то есть здоровая, адекватная самооценка, а может быть и в минус, когда проявляется гордыня, тщеславие, чрезмерное самолюбование. И, конечно, очень важно анализировать Солнце в гороскопе, да? Анализировать его положение, потому что это одна из самых главных планет в нашем гороскопе, которая символизирует энергетический центр человека и в какой-то степени является одним из показателей, ну, скажем так, предназначения человека, да, то есть в каких сферах человек может реализоваться. То есть это один из показателей целей и миссии человека. И кому-то необходимо реализовываться, например, в общественной деятельности, кому-то стоит строить карьеру, становиться боссом и так далее. Кому-то, например, необходимо реализоваться в материнстве или в замужестве. У кого-то эта миссия заключается, например, в помощи другим людям, в решении каких-то социальных проблем, да? А кому-то надо пойти, например, в самопознание, в преподавание, ну а кто-то может проявить себя в творчестве, в музыке, в хобби, литературе и так далее. То есть у каждого свой путь героя. И понятное дело, что только по одному Солнцу, по положению Солнца мы не делаем финальный вывод касательно карьеры человека и его профессиональной реализации. То есть тут надо делать, конечно же, синтез данных по всему гороскопу, но показатель Солнца очень важный пазл в разборе гороскопа, и игнорировать его нельзя. И вот, кстати, успех и карьера человека в том числе зависят от взаимоотношений с отцом. И это правило, кстати, активно транслируется во всех духовных учениях. Но конкретно в астрологии Солнце — это показатель нашего отца, а Луна — это показатель матери. И, соответственно, по Солнцу мы с вами смотрим,
какие отношения будут с отцом, есть ли угроза, например, его здоровью, жизнедеятельности, будет ли человек общаться с отцом или будет, скажем так, брошен восвояси. Хорошо расположенное Солнце, конечно же, говорит, что все ок, в отношениях присутствует уважение, гордость, преданность, а вот пораженное Солнце, оно может давать конфликты, отсутствие отца, какие-то другие неблагоприятные ситуации. Например, когда родители развелись, отец бросил, либо ушел из жизни, скажем так, не по своей воле, либо, например, занимался рукоприкладством по отношению к ребенку, либо просто много работал и зависал в командировках, да, и в воспитании абсолютно никакого участия не принимал и так далее. То есть ситуации бывают абсолютно разные. И также дополнительно Солнце символизирует других авторитетных и влиятельных личностей для человека, там, начальника, власть, правительство и так далее. И, соответственно, с сильным Солнцем люди легко установят контакты с авторитетами, легко найдут общий язык с какими-нибудь чиновниками, либо руководителями у себя на работе, могут получать награды, признания, другие какие-то почести от лидеров той сферы, в которой они будут реализовываться. А вот если же Солнце в гороскопе повреждено, то, конечно же, может быть конфликт интересов, недопонимание, противостояние, например, противостояние власти и так далее. Солнце — это также про уверенность в себе, в собственных силах, про амбициозность, решительность, смелость, которые формируют в том числе лидерские качества человека, и он четко знает, чего он хочет, что ему надо, да, куда надо стремиться. И люди с сильным Солнцем готовы на самом деле идти на риски и преодолевать разного рода препятствия и трудности для достижения своих целей. Им важно достигать выдающихся результатов и получать вот это вот общественное признание. Люди с проявленным Солнцем — это такие, скажем, харизматики, которые привлекают других людей своими яркими чертами характера. Это на самом деле такие яркие личности, которые умеют обратить на себя внимание, и у них очень классно проявлена именно харизма, да, то есть присутствует такой некий магнетизм, и с ними все хотят дружить, да, они все время как будто находятся в центре внимания. И вот получается, что у кого Солнце сильное, они по природе своей лидеры, они умеют вдохновлять и воодушевлять других. То есть тут мы на самом деле не путаем, что как бы начальник из серии «я тут главный, я тут босс», да, как сказал, так вот все меня слушайтесь и действуйте. А это именно идейный вдохновитель, который не боится брать на себя ответственность, он не боится брать опеку над другими людьми, принимать решения, заявлять о чем-то, презентовать, демонстрировать и так далее. Причем демонстрировать они могут как себя, так и какой-то продукт, какое-то достижение и тому подобное. И они легко могут войти в любое общество. Они достаточно амбициозные, уверенные в себе, и им постоянно надо движение вперед. То есть это такие энергичные люди, они сами всегда вдохновлены какой-то идеей, заряжены на успех и так далее. Если же вы не знаете, как активировать в себе вот эту внутреннюю энергию, как зажечь в себе вот этот огонь, найти вдохновение, благодаря которому у вас будет вот этот внутренний запал, чтобы творить и действовать, я вас, конечно же, приглашаю на свой интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы получите инструкцию со списком конкретных действий, как усилить важные планеты и другие показатели вашей жизни конкретно по вашему гороскопу. Интенсив подходит в том числе и для людей, которые вообще ни разу не строили сами свой гороскоп, потому что вы научитесь самостоятельно строить гороскоп, выписывать важные показатели и получите 13 PDF-файлов с трактовками каждому положению. Полученные знания вы, конечно же, можете применять и при построении гороскопов родных, близких, друзей, коллег и так далее. Описание и стоимость интенсива вы найдете по ссылке в комментариях и в описании видео. Это очень полезные знания для работы над своей жизнью, особенно если вы новичок в астрологии. Вот я, кстати, сейчас тоже прокачиваю свое Солнце. Ну а мы вернемся к нашему Солнцу, и хочу сказать, что у кого Солнце хорошее, то, конечно, у таких людей также преобладает еще такие качества, как честность, чистосердечность, благородство, защита слабых, помощь другим людям, щедрость. То есть они стараются, как и солнышко, согревать всех вокруг, защищать слабых. И у них есть понимание норм и ценностей, которыми нельзя пренебрегать.
А вот у кого Солнце слабенькое в гороскопе, тем, конечно, сложнее себя как-то проявить, и им надо за кем-то тянуться. То есть они предпочитают, скажем так, занимать второстепенную позицию и ждут, пока за них примут решение. То есть им нравится больше быть услужливыми, либо находиться как-то в тени. И вот, кстати, в астрологии анализ планет, опять же, делится на хорошее, плохое и сильное, слабое. Это разные показатели. То есть может быть так, что Солнце по природе своей хорошее, доброе, но очень слабо проявлено в гороскопе. А может быть так, что Солнце является вредителем, и оно сильно проявлено в гороскопе. И вот хорошее, оно как бы защищает, оберегает, ведет за собой и содержит в себе вот все те хорошие трактовки, о которых мы говорили. А вот плохое Солнце, оно наоборот сжигает, испепеляет, уничтожает. Поэтому очень важно не путать вот эти показатели между собой. И так как Солнце — это показатель лидеров, руководителей, то мы, конечно же, говорим, что это потенциал человека достигнуть хороших социальных высот, авторитета, либо получить какую-то руководящую позицию по той сфере, где находится вот солнышко в гороскопе человека. Но, опять же, Солнце должно быть сильное, то есть не благодетель или вредитель, а именно должна быть сила, чтобы на своих плечах вывозить вот всю эту ответственность. А вот благодетель или вредитель уже покажет, это будет добрый, классный начальник, либо это будет, скажем так, неуверенный в себе самодур, который пытается самоутвердиться за счет других людей, да, чтобы потешить свое эго. Также характер этого лидерства нам в том числе могут показать планеты, которые окружают наше Солнце. Хотя по факту Солнце само по себе, оно ни в ком не нуждается. То есть оно находится в центре, светит ярко, и ему самому с собой хорошо. То есть это что-то из серии «сам себе режиссер», что хочу, то и ворочу. Но если вдруг, опять же, рядом с солнышком есть какие-то другие планеты, то они могут показать нам вектор этого свечения. Сейчас я вам приведу пару примеров из своей практики. То есть, например, если Солнце вместе с Раху, то это руководители крупной компании в СНГ в сфере информационных технологий. Если, например, Солнце вместе с Меркурием, то это владелец крупного бизнеса из серии «Купи-продай». Если Солнце вместе с Луной, то, получается, что это человек, рожденный в новолуние, и это был главврач городской больницы. Если вместе с Сатурном, то директор завода и такая более формальная должность. Хотя на самом деле по каждому этому положению можно дать гораздо больше трактовок, но я думаю, что мы оставим с вами эту тему для другого видео. Хочу я вам также напомнить, что у нас есть еще 12 знаков зодиака. Да, знаки зодиака — это принцип действия, в который окрашивается у нас функция планеты. Конкретно в нашем случае, то есть какой окрас приобретает наше сиятельство. То есть кто-то, не видя рамок и горизонтов, со всей уверенностью заявляет миру: я тут главный, я тут царь, да, а кто-то, например, стесняется и слово лишнее сказать, каким-то образом себя похвалить, заявить о себе на публике и так далее. И вот конкретно эту манеру поведения человека в обществе нам тоже рассказывает знак зодиака, в котором находится Солнце в гороскопе. На самом деле соединение планеты со знаком зодиака — это большая боль каждого начинающего астролога, да, либо просто того человека, который начинает изучать астрологию для себя. Потому что сходу, понятно, очень сложно как бы соединить вот эти трактовки, и все боятся совершить ошибку. Поэтому я создам на этом канале плейлист с трактовками планет в каждом знаке зодиака, чтобы упростить всем задачу. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. Также Солнце у нас управляет знаком зодиака Лев. И если, например, сразу сложно давать описание функциям Солнца, то опять же можно вспомнить, кто такой Лев и как он себя ведет. У меня на канале уже тоже есть видео про знак зодиака Лев, ссылка на него будет в описании под этим видео, но давайте еще раз так как бы вкратце вспомним, что Лев у нас тоже про щедрость, про творчество, про лидерство, про амбициозность. Львы также вдохновляют других своей уверенностью, они смелы, горды, они всегда стремятся быть победителями, получать признание, похвалу. И вот функции Солнца, они очень похожи и сопоставимы с качествами Льва. Солнце — это также у нас про энергетический центр человека, то есть показывает, сколько
сил и энергии есть у человека, его физическое состояние, да, состояние его здоровья, какой иммунитет есть у человека. То есть в общих чертах это, скажем так, состояние жизнедеятельности человека. А также Солнце у нас про зрение и сердечно-сосудистую систему. Есть еще у нас в астрологии такая фишка, что за каждым днем недели закреплена какая-то планета. Так вот, день недели, который символизирует Солнце, это воскресенье. В различных культурах и религиозных традициях Солнце играло важную роль. Например, в древнеримской мифологии воскресенье было посвящено богу Солнца, который назывался Sol Invictus, да, то есть в переводе «непобедимое Солнце». А вот в христианской традиции воскресенье считается днем воскрешения, так как согласно библейской истории Иисус воскрес в воскресенье после своего распятия. И таким образом воскресенье символизируется Солнцем из-за его роли, скажем так, как символа света, энергии и жизни. Ну, что мы с вами и обсуждали в этом видео, да? И, конечно, так уж принято в классике, что особенно мужчины должны быть реализованными и проявленными в социуме, достигать высот, иметь статус в обществе. Ведь Солнце по праву у нас считается, конечно же, мужской планетой, поэтому вот мужчинам действительно очень важно прокачивать свое Солнце, чтобы достигать хороших успехов в жизни. Но на сегодняшний день девушки, скажем так, от мужчин как бы не отстают, и им, конечно, тоже очень важно реализоваться в социуме, в своей профессиональной деятельности. Поэтому, друзья, я вам напоминаю, что вы можете пройти мой интенсив и узнать секреты своего гороскопа, потому что на нем мы в том числе будем прокачивать не только Солнце, но и другие важные для жизни показатели гороскопа. Ссылку вы сейчас можете видеть где-то здесь на видео и также в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, и я буду рада видеть вас на интенсиве.